Мы сегодня разберемся с тем, как нарцисс сливается в самом начале отношений. Для чего это необходимо знать? Потому что часто бывает так, что вот ты знакомишься с человеком, есть какой-то интерес в самом начале, ты еще не понимаешь, что он нарцисс, потому что у вас еще ничего не было. Но он начинает себя как-то так неоднозначно вести, что у женщины в такой ситуации возникает большое количество каких-то сомнений, тревог, неуверенности в себе, соответственно. И даже если эти отношения ни к чему и не приводят, то женщина тратит определенный эмоциональный ресурс. А бывает так, что такие вот недоотношения, когда нарцисс вот вроде как начинает появляться только в этих отношениях, и тут же он сливается, и потом опять появляется, и отношений-то никаких не было, а женщина тогда тратит еще и много времени. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр-психотерапевт, и сегодня мы с вами разберем, как на ранних этапах, вот в самом начале отношений, понять, что человек предлагает вам какие-то недоотношения, что это, скорее всего, незрелый эмоционально человек, какой-то с нарциссическими чертами, как, соответственно, определив это, простроить границы и не вступать в такие отношения, чтобы не тратить эмоциональные ресурсы, чтобы не тратить свое драгоценное время. Если вам эта тема интересна, поставьте лайк под этим видео, можете этим видео поделиться в своих соцсетях, чтобы ваши друзья его посмотрели. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих эфирах и премьерах. И мы начинаем. Представьте себе такую ситуацию. Женщина где-то вот законнектилась с каким-то мужчиной. Предположим, они где-то списались или встретились на каких-то выставках, там, встречах, где-то на концертах, неважно. Вот, в общем-то, появился какой-то первоначальный контакт. И мужчина начинает такие вот посылать не двусмысленные знаки внимания. То есть начинается тот самый пресловутый лавбомбинг или идеализация. То есть много комплиментов, какие-то знаки внимания. Если они вместе где-то там пересеклись, то он как-то вот прям показывает, по его виду видно, что женщина ему очень интересна. У женщины начинают возникать какие-то, естественно, комплементарные чувства, хотя бы, по крайней мере, интерес. Что-то вот, человек, но интересуется. Это интересно. Это, есть какое-то, знаете, тепло, повышается вот этот вот уровень, так сказать, женской энергии. То есть, вот, вроде бы он чего-то хочет, но это же всегда вроде бы предполагает какое-то продолжение. И вот с этим человеком, предположим, вы как-то общаетесь какое-то время, он тебе продолжает засыпать с этими комплиментами, и он тебе предлагает: давай в субботу с тобой, предположим, выйдем на кофе сходим. Это не свидание, это вот как вот по-английски есть go out и дейтинг. Это не дейтинг, это просто выйти на чашку кофе, без, так сказать, обязательств. Женщина в такой ситуации думает, тут вообще ничему не обязывает, то есть, он предложил, он перед этим очень много мне этих комплиментов всех сыпал, то есть он очень заинтересован во мне, так он показывает себя, предложил сходить на кофе. Да, хорошо. Женщина настраивается, и вот в последний момент, в пятницу вечером или прям в субботу утром, мужчина говорит: слушай, там у меня что-то на работе завал, мне нужно будет куда-то съездить. Или там друг приехал, я сегодня не получится, как-нибудь давай потом. Женщина в такой ситуации чувствует, скажем так, не очень приятные чувства. Ее, так сказать, бортанули, то есть пригласили на выйти кофе попить, и тут же ей отказали. Она, если вдруг показывает свое какое-то неудовольствие, то мужчина в такой ситуации ей говорит, что так подожди, мы вообще с тобой, мы встречаемся с тобой, или кто ты мне друг, или кто ты такая, потом кофе попьем. Ты хочешь попить кофе, попьем позже. Ты сама себе накрутила, ты, по-моему, фату себе гладишь. То есть мужчина посылает такой сигнал, что ты сильно много там себе понадеялась на самом деле, и ничего такого страшного здесь не будет. То есть, по сути, это такой victim blaming или газлайтинг. То есть, когда сам дурак, знаете, сама дура в данном случае. Естественно, женщина находится в каких-то расстроенных чувствах. То есть, она как-то настроилась уже, вроде бы как мужчина проявлял интерес. Она, соответственно, сделала его в фокусе своего внимания держала, сделала его какой-то важной такой персоной. Так уж мы устроены, когда другой человек много нашего внимания привлекает, мы много внимания ему уделяем, он для нас становится важным. И тут вот такая фрустрация. Что ж, женщина вроде как думает, перетопчется как-нибудь, я переживу, думаю, такую потерю. И тут он появляется там, условный понедельник. Привет, как дела? И как ни в чем не бывало, начинает там: слушай, извини, так получилось, такая сложный завал был на работе. Или друг там какой-то, я не знаю, чуть ли там не со школьной скамьи не мог ему. То есть он начинает опять пытаться располагать женщину к себе, располагает, а потом, когда они договариваются где-нибудь куда-нибудь пойти, опять он либо куда-то он пропадает, либо они встречаются, но он себя ведет как-то отстраненно. И женщина оказывается в ситуации, когда у нее происходит просто разрыв мозга пополам. То есть получается такое противоречие. С одной стороны, есть недвусмысленные знаки внимания со стороны мужчины, что женщина ему нравится как женщина,
С другой стороны, мужчина себя так ведет, как будто они какие-то, знаете, не очень любимые сотрудники. То есть они такие сотрудники, которые не очень дружат и не очень тепло друг к другу относятся. И в результате получится непонятно, как вообще себя вести. При этом надо понимать, что для женщин очень болезненно и неприятно чувствовать себя такой навязчивой и той, которой отношения нужны гораздо больше, чем мужчине. То есть это не женская позиция, и женщинам это неприятно. А вот этот мужчина в такой ситуации, он именно как бы так все и разворачивает, что если ты не удовлетворена тем, что мы с тобой мало проводим время или что я отказываюсь от тех планов, которые я изначально ранее сам инициирую, то значит, раз ты недовольна по этому поводу, то это означает, что ты типа за мной вот бегаешь как-то и перестань за мной бегать, в общем, мы с тобой никто друг другу. Что же на самом деле тут происходит? Берем мужчину. Предположим, это мужчина, который имеет определенную эмоциональную незрелость. Сейчас есть достаточно много таких людей. Эта эмоциональная незрелость, она частичная и проявляется она в том, что человек может быть начальником на своей работе, там, владельцем бизнеса, он следит за своим здоровьем, он исполняет все социальные обязательства. То есть это человек, который взрослый во всех сферах жизни, кроме одной сферы жизни, сферы отношений. Здесь он ведет себя как подросток. И вот такая вот эмоциональная частичная незрелость, она и проявляется часто как нарциссизм. То есть, по сути, когда мужчина приглашает женщину вот в субботу в этом примере, он действительно верит в то, что он хочет с ней встретиться, потому что у него есть эта потребность в близости. Но когда наступает, предположим, пятница, он начинает предчувствовать какое-то такое волнение, какие-то такие сложно переносимые эмоции, которые ему сложно отреагировать. Он уже незрелый. То есть ему непонятно, как он будет себя вести, и он не понимает, что же он будет делать, если потребуется взять на себя ответственность за эмоции женщины, потребуется взять ответственность за какое-то построение отношений. А вдруг все получится, вдруг все будет хорошо, вдруг я ей понравлюсь, вдруг она мне еще больше понравится. Вот он этого страшится неосознанно, вытесняет и, соответственно, сливается. Придумывает себе какую-то там, вот, я не знаю, какого-то друга или еще какие-то там вот отговорки. В такой ситуации нарцисс может только одним способом удовлетворять свою потребность в близости. Ему нужно таких людей несколько. То есть ему важно его нарциссический ресурс и вот эту вот потребность в близости реализовать через некоторое количество отношений с людьми. И эти отношения являются вот таким вот чем-то средним между дружбой, отношением и таким, знаете, флиртом. Причем это не то, ни другое, ни третье. Это и не дружба, и не отношения, и не флирт. Такой вот непонятный формат отношений, такой очень, знаете, противоречивый, неоднозначный. То есть, по сути, это такое расщепление, причем вот очень сложное расщепление на три, когда нарциссу нужно находиться одновременно в трех форматах отношений, и при этом ни в одном из них одновременно. Кроме того, нарциссу очень сложно, конечно же, находиться в здоровых отношениях, в унитарных отношениях, когда есть я и есть другой человек. Поэтому нарцисс начинает дробить эти отношения, и у него есть несколько вот таких вот женщин, с которыми он как будто бы вроде бы их так придерживает, как такой чемодан без ручки. Вроде бы уделяет им какое-то внимание, но в то же время ничего там не происходит. Что же в этот момент происходит с женщиной? Почему она не выходит из этих недоотношений, таких каких-то псевдо-квази отношений после первого вот такого вот какого-то выброка, после, грубо говоря, после того, как в субботу он взял и слился? Потому что для женщины в такой ситуации очень важны были вот эти вот его комплименты в самом начале. Всегда, когда женщина ведется на лавбомбинг, на идеализацию нарцисса, это всегда ситуация, когда для женщины это очень необходимо. Ей очень сильно не хватает внешнего подтверждения своей ценности, потому что, как правило, эта женщина либо после травматичных отношений у нее заваленная самооценка, либо она, скажем, опять же, много времени уделяет работе, там, скажем, детям, семье, не знаю, чему угодно, но только не своим отношениям. Соответственно, поскольку она не представлена в обществе как женщина, она не получает подтверждения своей ценности. И, соответственно, у нее самооценка немножко так вот завалена. И тут появляется какой-то мужчина, который начинает ей соловьиным, так сказать, щебетом петь песни. Она на это ведется, цепляется, и она потом прощает все вот эти вот какие-то очень неприятные для себя ситуации мужчине, потому что для нее очень важно оказаться в том вот состоянии, в котором она была, когда была вот эта вот фаза идеализации, когда нарцисс начинал ей рассказывать эти все очень важные вещи. Поэтому понятно, что женщина бы не оказалась бы никогда в ситуации, когда она вот прям надолго застряла в отношениях, когда нарцисс то появляется, то сливается, если бы у нее было стабильно с самооценкой. Поэтому очень важно для женщины вообще в принципе еще до того, как появляются какие-то отношения, чтобы ее самооценка вообще зависела от чего-то такого, чем она управляет, чтобы ее самооценка зависела от ее поведенческих стереотипов, от ее поведения, от ее образа жизни, а не от того, кто в ее жизни появляется и кто ей эту самооценку может поднять, а потом, подняв, тут же опустить на дно. В такой ситуации что нужно сделать? Прежде всего, вам нужно такую жизнь вести,
яркую, насыщенную желательно, социально наполненную, чтобы не было такой ситуации, что появляется человек, начинает вам говорить какие-то приятные вещи, и вы прям просто вот безоружны, потому что вам никто этого не говорит, и вообще вы себя как-то чувствуете совершенно как-то очень серо, а тут прям столько красок, столько яркости. Вторая важная вещь — это не стесняйтесь прояснять, в качестве кого вы вот куда-то идете или в качестве кого вы общаетесь. Потому что, с одной стороны, многие женщины думают так: ну я же не спрошу его, там, ты что, типа, жениться, но не собрался? Ну, как бы, опять же, я буду навязываться, а это то, что женщинам неприятно. Нет, но как-то по-человечески прояснить, с какой целью мы с тобой туда идем. Ты меня приглашаешь на кофе, это что будет? Это будет свидание, или это будет просто выход, go out, или с какой целью? Пусть мужчина заморачивается и думает по поводу того, чтобы объясниться, с какой целью он вас приглашает. Это ж он приглашает, его инициатива. Ну, пусть разъяснит, как он это видит. Это будет очень важно в любом смысле. То есть даже если это не нарцисс, если этот человек просто вас приглашает, если он расскажет, какие его намерения по поводу, что он собирается провести хорошо время, там, узнать вас, может у него к вам какой-то бизнес-интерес, какой-то проект хочет с вами сделать. Ну и третья важная вещь, что естественно, что если человек ведет себя непоследовательно, то есть сливается, то есть вам надо сразу понимать, этот человек непоследовательный, он сливается, это никак не связано со мной, это не потому, что я его плохая, я его спугнула, или как женщины часто говорят, я там притягиваю таких. Нет, это его ответственность, не надо на себя брать его, это его вообще вот какие-то тараканы, что он так себя ведет. Но если вы понимаете, что человек так себя ведет, просто не нужно надеяться, что он резко изменится. Это человек, который ненадежен, не постоянен. Кстати, очень многие творческие люди, они вот так себя ведут. Это связано не с тем, что они какие-то там незрелые или еще что-то. Это связано с тем, что они в принципе рассеянные. То есть вот многие интересные творческие люди, они часто вот как-то вот пропадают, сливаются, но это не связано с тем, что они плохо к вам относятся. Это такой человек. Просто нужно понимать, на этого человека я надеяться не буду. Соответственно, чем ты на такого человека меньше надеешься, чем ты меньше очаровываешься, тем ты, соответственно, потом меньше разочаровываешься. И ты можешь жить такую более легкую жизнь, не заморачиваясь по поводу людей, которые вокруг тебя могут иметь или не иметь какие-то свои вот эти вот нарциссические или не нарциссические черты. Как вы обычно справляетесь с ситуациями, когда вот появляется человек, вроде бы он проявляет интерес, потом пропадает, потом появляется вновь, что в такой ситуации делаете? Есть ли у вас какой-то такой, так сказать, предохранитель против таких людей? Если вы поделитесь своими навыками, это будет очень интересно. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, делитесь в своих соцсетях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.